Друзья, всем привет! Сегодня мы вместе с вами продолжим делать карбоновые детали для вот этого вот замечательного автомобиля. Честно говоря, я не знал заранее, во что я ввязываюсь, да и вы, я уверен, тоже себе этого не представляете. Но тут такой гигантский объем работы, вот карбонизация, то есть нужно все выпилить, обточить, подогнать, да еще и сделать кучу новых деталей. Я думаю, буду потихонечку все подгонять и потихонечку пристыковывать, делать новые детали. Вот сегодня, например, мы сделаем, я надеюсь, что мы приделаем нос. Он уже частично подготовлен, доделана пимпочка конечная. Не знаю, как вам понравится такая форма. Мне вроде бы более-менее нравится. Хотя я выбирал, думал, может сделать его острым, либо вот таким. Остановился на плоском немножко носе. А с этой проекцией он острый. Но это еще не все. Его нельзя просто так взять и пристыковать к монококу, потому что в верхней части должна быть еще крышка. И у меня опять же стала дилемма. Крышку делать сразу вместе с носом, либо делать ее отъемную, то есть отдельно от носа, и это уже будет еще дополнительная стыковочная деталь. Но тем не менее решил не облегчать себе жизнь, будем делать все вместе. А для этого надо, ребята, подготовить очень хорошо поверхности. Вот эту поверхность нужно вышкурить, выровнять. Также бока. Тут вообще еще не прикасалась моя рука, видите? А на противоположной части я немножко подпилил. Карбон здесь все такой же толстый, как и на торцах. То есть толщина получается равномерно и примерно 5 мм. Так что от слов к делу, как вы понимаете, надо брать в руки инструменты и работать. Начнем, пожалуй, с самого сложного. Подготовим торец. Его нужно вышкурить, выровнять. Здесь очень много слоев. И в этом месте будут крепиться обратные стороны амортизатора. Поэтому я очень сильно здесь здорово усилил. Здесь, я думаю, миллиметров 6 точно есть. Плюс здесь есть ребро такое, то есть угол. Крепления, которые здесь в последующем появятся, будут также распределять нагрузку. И все должно быть жестко, все должно быть крепко. Почему объясняю? Потому что были вопросы по этой теме, куда я там типа буду крепить амортизатор. А вот на эту стеночку, друзья, я ее заведомо усилил. А как обработать торцы, я понятия не имею. Карбон очень плохо обрабатывается. Именно когда речь заходит о плоскостях ровных. Когда что-то закругленное, вроде бы более-менее пилится машинкой ротационной. А здесь придется постараться. Ротационной машинкой дела идут крайне плохо, как я и говорил. Диски очень быстро тупятся, очень быстро вылетают и вообще перестают шлифовать, как бы там ни было. То есть эпоксидку я уже давно сточил. И пошло дело уже точить сам карбон. А карбон не хочет точиться. Что ты не делай с ним. Хочу попробовать болгаркой. Наверное, это даже добавит экшона нашему видео. Благо можно подрегулировать, уменьшить. Попробуем, но пыли, наверное, будет много. Уже дошел до таких перчаток, скоро буду полностью экипироваться. У меня есть даже костюм малярный, но он настолько крутой, я его берегу, друзья. Мне его жалко использовать. Он все равно убьется очень быстро. Страшное дело, но более-менее эффективное. Так, я думаю, можно сделать работу. Сейчас готовлю оснастку. То есть моя задача сделать очень хорошую качественную плоскость и потом прилепить ее на эпоксидку, чтобы отпечаталась. Потому что здесь под таким углом я никогда в жизни не смогу качественно вышкурить. Как всегда, палочка-выручалочка у меня двойной скотч, армированный такого вот плана. Я просто без ума от него, ребята. Смотрите, что делает. Я все думал, как я буду склеивать. Да вот так. Раз, придавил и все. И уже зубами не оторвешь.
Наносим разделитель. Прозрачная, должно быть видно, как она прилегает, не прилегает. Так, отбиваем и смотрим, что получилось. Теперь у нас есть просто идеальная поверхность для прилегания ответной детали. Прилепил временно носик, и пришло время делать крышку. Здесь я опять намазал эпоксидкой. Ребят, все-таки мне вот эти мегаволны уродские не понравились. Я их отделил специальным воском и залил еще раз. Как вы думаете, правильно я решил, что хочу сделать крышку вместе с носом? То есть отъемная часть будет вот такая. Мне кажется, так будет гораздо симпатичнее выглядеть, более качественно, но изготовить такую вещь сложнее. Так я, например, вот сейчас уже мог бы делать нос. Потом его точно так же обработать, торчики, и начинать делать крышку. Ну вы понимаете, да, когда делаешь последовательно, это проще, чем когда делаешь все и сразу. Ну, в общем, что скажете на сей счет? Очень важно ваше мнение. На крышку у меня одной детали не хватает, придется изготовить ее самостоятельно. Не успели сделать, сломалась фреза. Вот. Но я думаю, я справлюсь. Пришлось много чего здесь вырезать. А теперь нужно выставить и очень качественно вклеить. Потом еще будут кое-какие нюансы. Но пока моя задача вклеить. Из кусочков, ну, грубо говоря, из того, что было, слепил недостающую конструкцию. Позалеплял опасные места скульптурным воском. Это обратите внимание. Почему опасные? Потому что при съеме туда может затечь эпоксидка, и тогда будет очень сложно первоначально изъять деталь. Может быть, даже невозможно. Склеиться может намертво. Ребята, я вам напоминаю, что мы имеем дело с эпоксидной смолой, которая как бы клей. Не знаю зачем, но сделал даже вкладыши, которые будут помогать стыковать эти крайние положения. Здесь вроде бы как к металлу должно все стыковаться. Тут у нас стыкуется вообще по контуру. Вот туда вниз, по кругу пошло и пристыковалось. Ну а сверху я еще подумаю, как ее потом стыковать. Надо будет делать какие-то площадки. Сейчас моя задача наклеить скотч, опять же для безболезненного извлечения детали. Но скотч надо не абы как наклеить, нужно обеспечить здесь разрез, потому что при съеме будет и здесь наклеено, и здесь, и так как к алюминию приклеено жестко, оно может просто не отлипнуть. Ладно, поехали, попробуем. Работа эта довольно-таки простая. Но время уходит много. В основном бегаешь, прыгаешь, тут все регулируешь, подтачиваешь. На зашкуривание ушло очень много времени. Потому что хочется же, чтобы красиво было. Хочется, чтобы дело происходило как можно быстрее. Но опять же, здесь есть оборотная сторона медали. Если все хорошенечко не зашкурить в виде пенопласта, то потом придется шкурить, когда оно уже будет карбоновое. А это уже совсем другое дело. Поэтому, ребят, максимально времени, всегда, если что такое делаете, уделяйте именно пока оно пенопластовое, пока оно легкое в обработке. Как только оно станет карбоновое, это будет ужас-ужас. На подготовку уже ушло 4 дня. Опять я не успеваю в субботу сделать видео, к сожалению, ребята. Здесь мне еще нужно доклеить скотч. Потом нужно обработать здесь, чтобы не прилипло, специальными спецсредствами. Называется ПВА. Только не тот ПВА, клей обычный, а специальная вещь для композитов. Она тоже называется ПВА. Здесь нет простых работ. Все работы требуют внимания, требуют точности. Весьма ювелирненькие такие. Здесь окошко вырежу, потому что как раз таки нужно, чтобы этот пятачок склеился с основным композитом. Вот, друзья, то, о чем я вам говорил. Жидкость, которая наносится, чтобы ничего не прилипало к эпоксидной смоле. Ну, кстати, на ПВА довольно крепко приклеивается эпоксид, как я заметил. Ну и неплохо отлипает, если поддеть. Крепко, имею в виду то, что нужно все-таки некие усилия прилагать.
само по себе оно не отрывается. Надо действительно потянуть. Купил немножко, друзья, советской углеткани. Да, не удивляйтесь, в Советском Союзе делали углеткани. Вот она сохранилась до наших дней. Смотрите, какая красота. Она имеет некие отличия от современной. Вот такое плетение концов. Сейчас обычно с края все прошито. Вот она прошивочка современной углеткани. А еще она очень мягенькая. Ну, очень-очень мягенькая. Вы себе не представляете. Она такая приятная на ощупь. Видимо, потому что здесь используется другой биндер. А может быть, его вообще не используется. Ну, хотя, как я понимаю, в производстве без него никак. Вот, ну, значит, он просто другой. Короче, классная вещь, на нос используем ее. Хотя нет, друзья, работать рано, нужно по обыкновению испытать это дело. Я здесь обнаружил какие-то некие пятна, повторяющиеся. Ну, вроде бы это не масло, я пробовал прожигать. Вроде бы это как бы прожиг. Может быть, здесь когда-то и был замасливатель, но его выжгли отсюда. Поэтому возникла естественная потребность в испытаниях. Вот сделаю 6 слоев. Эта пластина мне потом пригодится. Ну и заодно испытаю, как она себя ведет. Скажу вам честно, когда я пришел на следующий день, мне этот советский карбон совершенно не понравился. Нитки, которые обычно ломаются, были какие-то вяленькие, какие-то непонятные, как будто бы остался замасливатель, как будто бы, если мы дело имеем со стеклотканью не обожженной, она такая вялая и нити плохо склеенные. Но, ребята, я подумал, что мало прошло времени и решил прожарить. Жарил 2-3 часа при температуре 80 градусов. И вуаля, все стало так, как и должно быть. Фух, можно выдохнуть и можно смело использовать этот советский замечательный карбон. Класс. Прочность хорошая, прочность высокая. Плитки эти мне пригодятся. Я их не просто так сделал. Они мне пригодятся при работе. Все время нужны листовые материалы, чтобы что-то делать. Ну что ж, погнали, пока эпоксидка не закипела. Это закипает буквально за 10 минут в таком объеме. Так что надо работать ультра быстро. О, уже теплая, блин. Пошла жара. Но зато быстро будет пропитывать. Вы помните, что это тоже большой плюс. Когда горячая, она прям, ну, вообще быстро делает все. Прокладываю усиливающие полосочки продольного слоения. Это очень важно сделать, потому что нос должен будет крепиться болтиками и нужны продольные слои, иначе плохо закрепится. Ну что ж, второй листик пошел. Вот так. Неожиданно. Довольно приятно. Итак, друзья, дал 6 слоев и вытащил на улицу для прожарки. Просто обратите внимание, какая гигантская конструкция. Здесь уже более 3 метров, где-то 300. А будет еще немножко больше, потому что будет еще диффузор выступать, колеса будут раздаваться. Это будет просто феноменальная вещь, друзья. Ну, посмотрим, что получится. Вообще, на самом деле, пока что получается все очень классно, очень грамотно и ровно так, как я и хотел. Пока нет никаких косяков видимых, нет даже вот пузырьков никаких, когда я зачищаю. То есть, ну,
Какой-никакой опыт у меня есть, и он работает на меня. У меня из-за этого все, в общем-то, получается. И хочется передать этот самый опыт вам, ребята, чтобы вы тоже делали всякие такие интересные разные вещи, не боялись, самое главное, но готовились к очень трудной и долгой работе. То есть бояться не нужно ни в коем случае работы, но нужно быть подготовленным к ней, потому что такое делать без подготовки, ну это смерти подобно. Горячая вообще. Тут вот кое-где выступает, где-то нет. Все это будет заодно шлифоваться, а потом разделяться. И в этой серии я хотел бы разделить эти детали, поэтому сушу. И сушить буду столько, сколько нужно. Теперь, что касается мусора. Обещал показать, сколько его производится при таких вот интересных работах. Ну, во-первых, вот эту пленку я уже буду выкидывать. Уже невозможно далее ее эксплуатировать, потому что она слишком загрязненная. Можете обратить внимание, там, где она была и где ее нет, какой переход на плитке. Вот так она загрязнена. Смотрите, что творится, что происходит на полу. Это просто фаталити, друзья. Это просто фаталити. Это жесть, реальная жесть. Кругом карбон, я его топчу, он летает в воздухе. Я хожу в маске бесконечно. Вот можете обратить внимание на эту доску. Превратилась в какую-то палитру. Это защитная доска была тоже, чтобы не накапало на плитку. Быстро кинул ее. Потому что когда делаешь нос снизу, все капает и все отклеивается, падает вниз. Надо это все приляпывать, приклеивать. Но это сатанинская технология, ребят. Это просто жесть нереальная. А вот на столе что творится? Тоже ужас. Опять все ножницы загадил. Просто в хлам. Ну и вот здесь у меня уже подготовлены гигантские мешки. То есть он и вот этот мешок больше стандартного. Я его еще буду как раз пленками наполнять. А это вообще кубовый мешок. Я не знаю, может на видео непонятно, но он огромный. Ну вот смотрите, перчаток сколько уходит. Ну это не показатель, потому что они и тут, и тут. И в огромных, просто гигантских количествах. У меня ушло уже 3 пачки. Это 4-я. То есть именно на этот монокок столько ушло. Тут по 100 штук. Далее уходят вот эти штуки. Просто улетают сотнями. Надо его уже выбрасывать. Хотел, конечно, вам показать полностью. Вот, ну приходится периодически выбрасывать, потому что ну, сил уже нет. В итоге это помещение уже не приспособлено для жизни. И нужно только в респираторе жить, ходить. Тут постапокалипсисное помещение. Без маски здесь находиться нельзя. Я снимаю маску только чтобы снять для вас видосик. Потому что в ней звук как-то не очень. Ну ничего, сейчас пленочки уберу, чуть-чуть получше станет. По эпоксидке здесь из ведра остался где-то литр. Здесь осталось где-то 2. Вот, собственно, и все, друзья. Это пустая банка. Чуть-чуть отвердителя. Ну, я очень много сделал. Очень-очень много композита. Поэтому это и не удивительно. Надо будет опять затариваться, втариваться и углетканью, и эпоксидной смолой. Хоть видосики выкладываю сейчас довольно-таки редко, но просто очень много монотонной работы, показывать по факту нечего. Но работа, сама работа идет чудовищно быстро. Вот это вот сделать за 1,5 месяца, это просто фантастика. У нас же тут уже готово фактически разъемное соединение. Остается зашкурить и сделать разъем, и все будет красиво, все будет хорошо. Еще одно разъемное соединение, может быть 2, будет здесь. Там, где будет воздухозаборник и капот на двигатель, он будет съемный, естественно. Тут опять же придется постараться. Но тут хотя бы снизу не надо ничего прилеплять, потому что снизу прилеплять жестко, как оказалось. Если деталь не крутится на вертеле, то это очень жестко. Советский карбончик, на удивление, оказался таким же прочным, как и современный. Единственный косяк, который я у него заметил, это неравномерность структуры. Ну, то есть плетение, можно сказать, не сверхкачественное. Где-то шире нитка, где-то уже. Ну, вот это, я думаю, связано с пробелами хранения. Вот. Ну, а тут видно неравномерность.
Но это вообще ничего страшного, друзья. Здесь также плетение не плотное, уходит много эпоксидной смолы. Но опять же, современные ткани тоже бывают с неплотным плетением, делается специально, чтобы можно было сложные формы делать. Поэтому это к минусам не относится. Короче, ребят, выкатил я свою тачку на улицу. В общем, поставил уже на колеса. А вот она. Это слики, между прочим, драговые. Смотрите, какие. Мягкая очень резина. Все амортизирует, все классно, все супер. В общем, главная интрига сегодняшнего видео сохраняется. Снимется ли вот этот вот весь наш нос. Для того, чтобы сделать попытку, нужно все обточить, потому что сейчас он тупо склеен намертво. И после того, как я обточу и все зашлифую вровень, мы его попробуем снять. Решил уже как бы подулучшить атмосферу внутри мастерской, чтобы было там меньше пыли, чтобы можно было комфортно более-менее находиться. Поэтому буду выкатывать и одеваться в супер костюм. Все, хорошенечко подготовился по инструменту, по материалам. Все готово. Жалко использовать такой прекрасный, красивый, беленький костюм, но придется, друзья. Сегодня я хочу максимально много сточить здесь материала. Дождался, пока спадет солнце, чтобы было не так жарко. И сейчас нужно поработать 2-3 часа до полной темноты. Вшатаю полностью весь этот костюм, но куда деваться? Хоть и жалко, но придется его использовать. Тут он уж точно в тему будет. То есть, ну вы понимаете, такое вот нежелательно, если будет в мастерской. Тем более такими тоннами производиться. Всю ночь не спал, чтобы прийти с утра и поработать по холодку. Ну, в принципе, все у меня получилось. Вот уже, правда, солнышко ко мне подбирается, но еще пока далеко. Ох, и дал же я тут кокса, ребята. Смотрите, сколько на земле этой пыли и в каких она объемах. Здесь просто горы ее. Она распространилась примерно в радиусе 4 метров вокруг мастерской. Вроде бы предварительно заточил. Есть, конечно, свои огрехи, свои проблемы, которые я буду дорабатывать. Вот тут проплешина какая-то большая есть, ее никак не убрать. Либо надо будет миллиметр карбончика сточить. Что я не хочу делать, хотя бы пока не сниму нос. Мне нужно понимать, сколько он весит. Все карбонизирую, а пощупать, сколько оно весит, так и не удается. Можете заметить, что низ я пустил в жертву. То есть здесь нужно будет каким-то образом все выровнять, сделать красиво, но изначально все стыки внизу. А сверху все красивенько и особенно сбоку, там где плоскости, все ровно гладко, все прекрасно, все хорошо. По периметру уже карбон я обработал, как можете заметить. Есть уже некая щелка здесь образовалась. Я все тут простукивал, забивал клинья. Ну и вот теперь у нас самая главная интрига, снимется ли оно вообще. Надо немножечко обдуть все это дело. Пыли очень много. Вот, смотрите, полюбуйтесь на это. Вы видели когда-нибудь такое? Это самый настоящий ужас. В мастерскую все равно залетает, но не так, как раньше. Ну что ж, будем пробовать отрывать, заодно посмотрим, какой я мастер. Правильно ли я здесь все рассчитал. Придется выбрать место, куда вбивать клин. Потом его нужно будет подшпаклевать. Что-то здесь держит. И сильно держит. И что с этим делать? С держаком.
По задумке она должна вот здесь отклеиться и туда выйти. Пока она здесь хоть как-то приклеена, она не выйдет. Все руки исколол уже. Лицо страшно чешется от карбоновой пыли. Надо будет пару дней отдых делать, а то не выдержу. Так, чем же его сюда вот так вот? О! Ха-ха-ха! Дало трещину. Думаю, сейчас пойдет. Никакие молотки не сравнятся, друзья. Смотрите, что происходит. Вы видели такое, а? Можете нас поздравить, у нас все получилось. Примыкание на грани фантастики будет. Надо будет даже его немножечко расширять под малярочку. Все, снимаем его полностью, Андрюх. Ты понял? Правильно. Подержать? Да не надо. Все. Есть. О, а он легенький. Еще пенопласта там килограмм я взвешивал. Как вы можете заметить, что-то пошло не так. Вообще-то скотч должен был оторваться и остаться на этой. Ну вот из-за этого и плохо пошло. А зато внутри красота какая. Ты видел? Итак, убираем все лишнее и пробуем уже окончательно. Смотрим, что получилось, как становится, какие зазоры. И да, друзья, замерим вес. Наконец-таки что-то мы можем взвесить. Ну вот так, друзья, за 2 недели я сделал нос. Здесь еще куча доработок на самом деле. Нужно будет убирать пенопласт. Он весит целый килограмм, и плюс внутри нужно будет усиливать, и плюс все нужно облагораживать и красить, ну и так далее. Ой, все-таки какой он красивый внутри. Обратите внимание. Не зря я скотч использую. Да. Вес получился очень хороший. Оп, налезло что-то. Без пенопласта будет 3 килограмма, сейчас весит 4 килограмма. У меня на этом все, друзья. Кому было очень интересно посмотреть такое очень сложное для меня видео, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, друзья, до новых встреч. Скоро увидимся и скоро будем продолжать делать карбоновые детали.